Хрустящий лаваш с золотистой аппетитной корочкой, а внутри сочная мясная начинка с фаршем и расплавленным сыром. Очень просто готовится и съедается моментально. Идеально для ужина или быстрого перекуса. Для приготовления мясной начинки мне понадобится 2 зубчика чеснока и 2 небольшие луковицы порежу довольно мелко. По желанию можно добавить зелень. У меня кинза. Можно использовать либо петрушку, либо укроп, как вам больше нравится. Поставила сковородку на плиту. Наливаю небольшое количество растительного масла. Отправляю обжариваться сначала лук до легкого золотистого цвета. Добавляю чеснок, также слегка обжариваю. Добавляю фарш. Я использую говяжий. Можно использовать и фарш свинины. Обжариваю фарш на довольно большом огне. Мне не надо, чтобы он слишком сильно пускал сок, а я хочу, чтобы он обжарился. Тогда у него будет замечательный вкус. Добавляю по вкусу соль, черный перец. Добавляю сушеный чеснок, 1 чайную ложку, паприку, кориандр и кумин. Все специи добавляйте по своему вкусу. Таким образом фарш я обжариваю примерно 5-7 минут. Немного все раздвигаю. Выкладываю томатную пасту. Слегка ее обжариваю. Так она будет вкуснее. К томатной пасте можно добавить пол чайной ложечки сахара. Соединяю все с фаршем. Вливаю немного воды. Протушу фарш еще примерно минут 5. Воду добавляйте по необходимости. Мясо готово. Плиту выключаю. Добавляю зелень. Вот такая шикарная начинка получилась. Снимаю сковородку с плиты. Кусок сыра моцарелла натру на крупной терке. Сыра добавляйте по своему вкусу. Хотите больше, хотите меньше. Но, как говорится, сыра много не бывает. Для моего рецепта я использую домашний лаваш. Как сделать его дома, вы можете посмотреть у меня на канале. Я оставлю ссылку под видео в описании. На самом деле это очень и очень просто. И, конечно, домашний лаваш, он намного вкуснее, чем из магазина. Для рецепта мне понадобится 5-6 лепешек. Возьму пока 5, посмотрю, сколько начинки поместится. Подрежу немного края лаваша, чтобы трубочки получились более ровные. Это делать не обязательно. Обрезки можно использовать для очень вкусного пирога с сыром. Я оставлю ссылку на рецепт в описании. Формирую трубочки. Выкладываю лаваш, сверху мясная начинка и сыр. Край лаваша слегка смачиваю водой. И теперь все закручиваю. Плотненько поджимаю. Я выкладываю довольно много начинки. Одной такой трубочкой точно можно наесться. Всего из этого количества ингредиентов получается 5 больших трубочек. Разогреваю сковородку, наливаю небольшое количество растительного масла. Масла не надо много. Я его налила буквально совсем чуть-чуть. Выкладываю трубочки на разогретую сковородку швом вниз. У меня как раз помещается 5 штук. Очень быстро обжариваю со всех сторон до красивой румяной корочки. Она должна получиться такая хрустящая. Это займет буквально пару минут. С каждой стороны буквально по минутке. Лаваш обжаривается очень быстро. Получается вот такая просто потрясающая закуска в хрустящем лаваше. Снимаю трубочки на тарелку. Этот жареный лаваш невероятно вкусный. Будете готовить его еще не один раз по просьбе ваших родных.